В этом выпуске мы интернациональной мотокомандой совершим удивительный по красоте и экстриму прохват к Тибетскому Нагорью. Заберемся на высоту, близкую к 4000 метров, посетим уникальную по своему колориту деревню, жизнь в которой кипит только половину года. Познакомимся с родом занятий и бытом местного населения. В общем, будет много красоты и неповторимого колорита. И чтобы это все не пропустить, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а мы начинаем. Встречать утро в этом месте – это отдельное удовольствие. Увидеть, как наливаются солнечным светом горные вершины, как начинают формироваться облака и как просыпается жизнь в этом высокогорном селении. Кстати, мы находимся в горнолыжном районе, и здесь в зимнее время кипит горнолыжная движуха. И выглядит это вот так. Снежные склоны Аули покрыты мощным хвойным лесом, усмиряющим сильные зимние гималайские ветра. Отсюда открывается шикарная панорама на горные вершины Нанда-Деви, Камет, Мана-Парват, Дунагири. Основной снежный склон Аули протянулся на 5 километров. На нем имеются 500-метровые бугельные подъемники и 800-метровые креселки. Регулярно используются уплотнители снега и снежные пушки для поддержания снежного покрова на склонах. Наш друг Аджай имеет к этому самое прямое отношение. Помимо того, что он является хозяином нашего горнолыжного отеля, он еще и действующий тренер по горным лыжам. Всем доброго утра, утро нового гималайского дня. И оно, наверное, сегодня самое гималайское, потому что мы находимся практически на верхотуре, и с нашего отеля открываются просто невероятные горные виды, которые можно сопоставить со швейцарскими видами, с итальянскими, с таджикистанскими, с узбекистанскими, в общем, со всеми локациями, где есть горы. Но здесь есть нечто особенное. Наш отель расположен как раз в горнолыжном регионе. Но речь не о нем. Сегодня нас ждет уникальный райдерский день, и об этом нам снова расскажет Вадим. Сегодня к нам должны присоединиться местные ребята, мотоциклисты. Как много их будет, пока не ясно. Но дело в том, что это инициативная группа, которая за то, чтобы их регион развивался. И они, помимо того, чтобы просто привлечь, они готовы открывать этот регион для иностранцев, показывая уникальные места, где еще сохранилась некая традиция, историческая традиция в жизни, в культуре, в быту. И они нам с удовольствием сегодня это будут показывать. Ну, собственно, планы на день понятны. Они очень грандиозные, очень интересные. Что ж, пожелаем нам удачи и вперед! Да, хорошего дня всем нам, приятного. Сейчас мы вновь отправляемся в Джошимат с очень необычной миссией. И, как выяснилось, утренний Джошимат не менее пробочный, нежели вечерний. Мы едем на одну важную встречу. Дело в том, что представители местной власти и отдельные инициативные люди, как Аджай, сильно топят за развитие туризма в регионе и попросили нас приехать к ним, чтобы, так сказать, осветить данную международную активность на местном ТВ и отправить с нами в пробег местных байкеров. В общем, представители администрации пришли для того, чтобы поприветствовать наше движение, наш райдинг.
И некоторые байкеры, вот мы видим, с Индии местные присоединяются к нам. Поэтому идемте их поприветствуем. Hello. Hello, my name is Sergey. Мы сделали общее фото с представителями администрации и, получив от них благословение, отправились уже по маршруту. Наша колонна стала больше на 2 участников. Местные ребята также были приверженцами марки Royal Enfield. Правда, модели у них были несколько другие. Наконец-то пробки закончились, и мы начинаем наматывать километры на наших спидометров. Дорога идет по ущелью. Со всех сторон горы. Характер гор и ландшафт уже отличаются от того, что мы видели в предыдущие дни. Здесь не видно лиственных деревьев. Те, что есть, хвойные. Горы тоже отличались. Растительности было заметно меньше и больше скальных пород. Часто вдоль дороги можно наблюдать огромные камни, и от этого становится не по себе, понимая, что этот камень сюда никто не принес, а он сам свалился с большой высоты. Нас сопровождает небольшая, но быстрая речка, через которую мы регулярно переезжаем по очень колоритным железным мостикам. По комментариям из предыдущих серий я понял, что трушным эндуро-райдерам в этих выпусках не хватает грунтовки. Так вот здесь, несмотря на то, что большая часть дороги все же асфальт, было очень много участков с ремонтными работами. Поэтому каменно-щебеночный контент в этом выпуске присутствует. Периодически мы останавливались, чтобы запустить дрон или просто полюбоваться красотой этих ландшафтов. И в такие моменты ты точно понимаешь, что круче гор могут быть только горы. После довольно-таки насыщенного участка с плохой и опасной дорогой мы сделали небольшой передых около вот такого небольшого храма. Мне кажется, его предназначение таково. Тот, кто успешно проехал данный участок, заходит в храм и благодарит Всевышнего за сохранность. А тот, кто едет с обратной стороны, тот молится, чтобы поездка прошла успешно. В общем, немного размяли пятые точки, обсудили, кто как боялся на данном участке, и погнали дальше. Мы также петляли по горам, меняя один берег реки на другой посредством мостов. И один из них стал очередным фотостопом. Мы все заехали на мост, спешились и наблюдали за потрясающими видами, которые также формировали величественные горы и река. Сделав крутые снимки на память, отправляемся дальше. Все чаще и чаще нам стали попадаться военные машины. Как выяснилось позднее, здесь располагаются военные части, которые дислоцируются в непосредственной близости от границы с Китаем. Проезжаем казармы и выходим на видовой участок, откуда открывается крутейшая панорама на ту самую деревушку, про которую я говорил. Въехав в деревню, мы спешиваемся и в сопровождении наших друзей отправляемся исследовать данное селение.
Что ж, колорита вновь было предостаточно. Каждый дом, каждая улочка словно декорации к историческому фильму. Местные жители, занимаясь своими повседневными делами, довольно-таки терпимо переживали наше вмешательство в их спокойную жизнь. Вадим нам рассказал, что эта деревня сезонная, и люди сюда приезжают жить только в теплое время года. Занимаются они здесь земледелием. В окрестности этой деревни находится плодородная и подходящая земля для возделывания следующих культур: картофель, чечевица, горох, фасоль, яблоки и некоторые другие сезонные овощи. Как вы заметили, найти кусок подходящей ровной и плодородной земли среди этих горных массивов не так-то и просто. Но вот отсюда отчетливо видно, что назначение этих земель сельскохозяйственное. Здесь, учитывая наклонный ландшафт, сделаны террасы, на которых как раз и высаживаются эти овощи, картошка и так далее. Да, это, конечно, не наш чернозем. Смотрите, какая земля каменистая. Друзья, вот посмотрите, как раз это и есть та фасоль, которую выращивают местные жители. Смотрите, какие у них интересные собаки. Очень на козлят похожи. И вот вы видите, вот фасоль, та, которая еще не обмолотая, вот такие сухие стручки. Вот. А вот уже фасолька в привычном виде. Это на самом деле смесь фасоли. Здесь и белая, и черная, и красная. Судя по всему, это является их основой рациона. Вновь мы сталкиваемся с тем, что на тяжелых работах задействованы женщины. Мужички сидят на лавочках, а женщины переносят тяжелый урожай. Прогуливаться по узким и очень колоритным дворикам было очень интересно и познавательно. По возможности я пытался заглянуть внутрь, чтобы увидеть чуть больше. Все это выглядело очень по-киношному. Сами дома с декоративными орнаментами, долбленные лестницы, деревянные и каменные крыши. Настоящее путешествие во времени. Это просто съемочная площадка. Побродить здесь, пропустить через себя вот этот вот дух, вот этот запах. Вы не представляете, как здесь пахнет. Здесь смесь запаха навоза, еды и гари от костров, потому что здесь нет плит, все варится на кострах. Да, в один домик я втихаря заглянул, и вот смотрите, как это выглядит. Вы можете сейчас оценить жилищные условия этой семьи. Помещение, наверное, 12 квадратных метров, какие-то матрасики на полу и незатейливая утварь. Хозяйка лепит лепешки, а девочка ей помогает. На лице ребенка была неподдельная радость от общения. А вот мама была недовольна и своим жестом мне показала. Типа, а не пора ли вам откланяться, мистер нежданный гость? Конечно, хозяйка была удивлена моей наглостью, но как по-другому показать вам такой колорит? Приходится иногда быть не очень-то манерным мальчиком. А следующая картина меня вообще поразила. На улице сидела уже нам знакомая женщина с дочкой. Девочка улыбалась и вкушала яблоко, и в принципе была рада нашей встрече. А вот ее братик пожелал остаться в укрытии. Мама же в этот момент мыла голову просто холодной водой и каким-то народным моющим средством. Получив мощнейшее впечатление от деревушки, мы отправляемся дальше. У нас небольшая остановочка, отъехали буквально километр от деревни. И вот в таком очень красивом антуражном кафе у нас сейчас состоится церемония чаепития. Кафешка была не менее колоритной, чем сама деревня, но других пунктов общепита здесь нет, и это достаточно типичное заведение для этой местности. Мы сейчас видим, как повар готовит нам масала-чай. Взял руками чай, бросил в воду его, начинает закипать, после этого будет добавлять еще воды и молока, ну, естественно, специи. Вот посмотрите, как идет приготовление
к обеду. То есть он пошинковал капустки, лучок, большие залежи доширака, есть хлеб, содовая вода, яйца, кстати, удивлен, что здесь есть яйца. Вон, кстати, он заливает молоко. Что он там жарил во фритюре, мне было непонятно. Но то, что здесь еда отличалась от еды в предыдущие дни, было очевидно. Здесь появились куриные яйца, и судя по тому, что мы видели овец и козлят в деревне, возможно, мясо входит в рацион местных жителей. Но это лишь мои наблюдения. Радушный хозяин завалил нас уже различными подарками, и чай, и предложил вареные яйца, и даже вот нам дали такие трубочки. Ну, друзья, надеюсь, расфиксация не произойдет. Первый десерт, точнее второй, за наше путешествие. После того, как слегка подкрепились, мы отправляемся еще в одну знаковую деревушку. Дорога туда такая же гористая, поворотистая и местами разбитая. Впрочем, ничего нового, друзья. Дело в том, что интересующая нас деревня Нити находится практически на границе с Китаем, а граница Индии и Китая очень непростая история, имеющая и военные конфликты, и неярко выраженные очертания. Впрочем, пока мы будем туда ехать, есть время немного это обсудить. У Китая и Индии нет общепризнанной государственной границы в Гималаях. Территории двух стран разграничены специальной линией фактического контроля Line of Actual Control, установленной после Китайско-Индийской войны в 1962 году. Однако стороны по-прежнему сохраняют взаимные территориальные претензии на две спорные территории – Арунчал-Прадеш в восточном секторе общей границы и Аксайчин в западном секторе. Казалось бы, да что тут делить? Одни камни да горы. Но не так все просто и прозаично. К 2024 году напряженность в отношении границ между Китаем и Индией возросла в значительной степени из-за нескольких факторов. В последние годы произошли несколько инцидентов на границе, включая стычки между индийскими и китайскими войсками в Гималаях. Эти события способствовали усилению националистических настроений в обеих странах и созданию более жесткой военной позиции. Поэтому-то мы и наблюдаем большое количество военных в этих краях. Геополитическая обстановка сыграла также не последнюю роль. Учитывая усиливающееся влияние Китая в регионе и стратегические альянсы, такие как союз с Пакистаном, Индия стала более настороженной. Дополнительно, активизация США и других западных стран в Азии также способствовала напряжению. Изменение климата и его влияние на Тибет также играли роль в конфликте. Поскольку Тибет считается водной башней Азии, вопросы управления водными ресурсами могут вызвать дополнительные конфликты. А все футурологи гласят как один, что большинство будущих конфликтов будут из-за важнейшего биоресурса пресной воды. Таким образом, в 2024 году напряженность между Китаем и Индией по вопросу границ, проходящих по Тибету, осталась высокой, и дальнейшее развитие ситуации зависит от множества факторов, включая дипломатические усилия и внутри- и внешнеполитическую динамику в обоих государствах. Итак, друзья, наш гималайский райдинг отчасти превратился в тибетский райдинг, потому что с одной стороны мы имеем горы Гималая, а с другой стороны мы имеем тибетские горы. Дело в том, что мы еще доехали до
конечной точки с индийской стороны это населенный пункт Нити. Видите, это такая аутентичная небольшая деревня, и прямо за ней уже находится блокпост, куда даже местным жителям въезд строго воспрещен. Ну, а нам так подавно. Дальше находится приграничная зона, а дальше нее уже, собственно, Китай. Выполнив программу «Минимум», целью которой было доехать до границы с Китаем и Тибетскому Нагорью, мы отправляемся в данный момент к дополнительной цели – забраться на горный перевал высотою более 4000 метров. Сказано, сделано. Едем. Это Гималаи, детка! Как видите, ничего нового тут не происходит, да и произойти не может. Все больше камней и ремонтной дороги, все меньше растительности и все круче и опаснее серпантины. И, конечно же, по-прежнему фантастические виды, которые хочется и пожирать глазами, и откладывать на флешке гигабайтами контента. И вот, альтиметр показывает уже почти 4000 метров. И остается, видимо, каких-то 4-5 поворотов, и мы на перевале. Но проезд закрыт, и военные нас не хотят пускать. Попытки объясниться с ними, что у нас есть разрешение, и мы тут повышаем вам туризм и так далее и тому подобное, тщетны. Какой такой туризм-уризм? У нас тут граница близко, а четкого понимания, где она, нет. Поэтому никак не можно. И дрона запускать тоже нельзя. Поэтому, как бы я ни старался показать вам виды с 4300 метров, извините, не получилось. Но, думаю, и этих видов вам будет тоже достаточно. Вторая цель не совсем достигнута, но попытка была. Лично мне было не так важно увидеть на своем альтиметре цифру в 4300 метров. Важнее другое. Мы увидели совершенно другие горы, другие селения. Еще раз убедились в том, как многогранна наша планета и как работает пословица «где родился, там и пригодился». Также мы получили незабываемые эмоции от прохождения серпантинов, высокогорных участков, и наш внутренний мотобоженька был очень доволен сегодняшним днем. А еще мы познакомились с единомышленниками из другой страны. Душевно пообщались и еще раз убедились, насколько мы похожи, хотя совсем разные. Мы возвращаемся обратно в горнолыжный отель Каджаю. Да, а еще я не сказал, что сегодня с нами путешествовали представители местного телевидения, которые снимали наш пробег. И завтра мы уже проснемся совершенно другими, и прежними уже никогда не будем. Потому что завтра мы станем звездами всех индийских новостей. विलेज एडवेंचर ट्रॉफी 2024 का आगाज हुआ, जिसमें रूस सहित स्थानीय एडवेंचर टूरिज्म प्रेमियों ने
प्रतिभाग किया। बता दें कि इस मोटर बाइक रैली में करीब 16 विदेशी प्रतिभाग है। इस अभियान का उद्देश्य यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देना और सकारात्मक संदेश देना है। Конечно же, я немножко преувеличил, но все же для этих мест это было настоящее событие. А пока мы возвращаемся, я хочу анонсировать, что ждет вас в следующем выпуске. Мы покинем горнолыжный курорт Аули и отправимся уже в сторону Ришикеша. Нам будут открываться новые виды, новые дороги и новые населенные пункты. Мы на себе прочувствуем весь колорит гестхаусов в отдаленных районах. Грязненько, конечно, но отмоем. И рано утром совершим восхождение к храму Картикея, расположенного высоко в горах. Но не все будет таким радужным и безобидным. Впервые мы столкнемся с реальными опасностями и их последствиями. Одному из райдеров внезапно станет плохо по непонятным причинам. А на одной из горных троп один из нас улетит с обрыва вместе с мотоциклом. К чему это приведет, узнаете в следующей серии. Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды и отвагу, ну и жду ваши комментарии. Все еще пока живой и относительно здоровый Сергей Завидов и канал «Мир без границ».